представлен набор усилителя, который состоит из палеты, радиатора с вентиляторами, пульта управления PA-контроллер и соединительного шнура. Также шнура для программирования. Соединительный шнур снабжен разъемом, состоящий из 7 пин, разъемом, состоящий из 10 пин, разъемом для вентилятора, фан, разъемом для подключения земли и разъемом для подключения питания плюс 28 вольт. Также в комплекте идет датчик тока, который позволяет измерять ток потребления усилителя мощности. Подключение контроллера, разъемы, которые находятся на задней стороне контроллера. Значит, разъем 10-пиновый у контроллера, который подключается к кабелю. Разъем для трансивера. Сюда подключается кабель, который необходимо, переходной кабель, который подключается к трансиверу. Вот, его схема выбирается в зависимости от типа трансивера, и он должен быть изготовлен самостоятельно. По поводу педали. Вот такая педаль, манипулятор или компьютер может подключаться к входу PTT. Или в этот разъем, или в этот разъем. Оба разъема запараллелены. Также может подключаться LNA. Для питания LNA имитирующая лампочка включается верхний разъем с надписью LNA. Если LNA управляется с помощью внешнего реле, необходимо подключить нижний разъем. В этом разъеме происходит замыкание контактов и обеспечивается включение внешнего реле. Для программирования используется разъем с надписью программирование. Сюда подключается кабель программирования, который подключается к компьютеру. Включение PA-контроллера производится с помощью тумблера off-on. Измерение мощности трансивера и усилителя производится по следующей схеме. Значит, используется ответвитель, направленный направленностью 20 дБ, атенюатор 30 дБ, выносная головка измерителя мощности и сам цифровой блок. Здесь у нас будет отображаться мощность с учетом коэффициента деления ответвителя и атенюатора. Сама нагрузка подключена с помощью кабеля. Включили трансивер, выход трансивера, что будет являться раскачкой нашего усилителя. С учетом коэффициента деления ответвителя и атенюатора у нас сейчас получается 8,6 Вт. То есть на входе усилителя при максимальной раскачке через кабель у нас получается мощность 8,6 Вт. Сам трансивер выдает около 10 Вт. При получении усилителя отдельно от радиатора необходимо установить его на радиатор, используя термопасту. Для этого необходимо тонким слоем по всей площади радиатора разместить плату, установить усилитель на радиатор, и используя комплект, используя шайбы, крепежный материал и ключ, обтянуть все винты по периметру. Здесь 7 креплений, которые все необходимо затянуть по периметру. Подключение производится педали или компьютера. Можно подключение и педали, и компьютера. Подключение при наличии LNA производится в верхнюю часть. Подключение разъема управляемым LNA производится в нижнюю часть. И подключение трансивера. Это обязательное подключение, которое необходимо для управления трансивера. Включение передачи необходимо осуществлять только с контроллера, с педали или с кнопки контроллера. В любом случае трансивер должен управляться по контроллерам. Для этого этот кабель необходимо подключить. Если его нет в наличии в комплекте к трансиверу, его необходимо изготовить согласно типа трансивера и инструкции к трансиверу. Подключение кабеля производится с использованием двух разъемов. 7-пиновый прикручивается к входу у контрольного усилителя мощности, 10-пиновый подсоединяется к выходу PA-контроллера. Значит, кроме этого необходимо подключить вентиляторы радиатора фан к проводу фан. Необходимо подключить плюс 28 вольт
от блока питания, от провод блока питания, идет плюс 28 вольт. Подключается сюда датчик тока. Второй конец датчика тока подключается к блоку, к усилителю питания, усилителя мощности. Сам датчик тока включается трехпиновым разъемом, и который идет в кабель управления. Значит, после включения необходимо проверить соединение земляного провода, который тоже указан как ГНД. После этого включения необходимо включить блок питания. После включения блока питания, когда он выйдет на свой режим, необходимо подать напряжение с помощью тумблера или внешнего выключателя. Теперь необходимо включить PA-контроллер с помощью тумблера. После включения PA-контроллера происходит загрузка программы. Вот, значит, показания PA-контроллера. Здесь в режиме приема отображается температура, режим включения ЛНА, режим включения PA, режим измерения тока или мощности переключается кнопкой PI. С помощью на передачу все включается с помощью кнопки PTT или с помощью педали. Они включаются одинаково. При включении передачи трансивер переходит в режим передачи, подается питание на усилитель с нашей раскачкой 8,7 Вт. Сейчас усилитель выдает 373 Вт, что соответствует показаниям измерителя мощности. Одновременно в процессе передачи измеряется температура. Температура измеряется медной пластиной около силового транзистора. В зависимости от температуры будут переключаться обороты вентилятора. По мере разогревания радиатора количество оборотов увеличивается. Значит, система рассчитана для работы циклами в пределах 30-60 секунд с паузой. В процессе передачи можно измерять мощность, а также можно измерять ток потребления блоком. Значит, в этом случае необходимо включать измеритель тока и перейти на передачу. В верхней строке отражается величина тока. На контрольном амперметре видно общее потребление всей схемы усилителя и автоматики. Здесь представляется ток, только проходящий к усилителю. В PA-контроллере предусмотрен контроль КСВ, который отображается в этом индикаторе, и защиты. Защита, здесь есть два уровня защиты. По температуре, которая отображается красным цветом индикатора и звуком динамика, и по КСВ, который отражается синим цветом индикатора и также звуком динамика. При превышении КСВ больше установленного в программе, индикатор начинает сначала мигать синим цветом, а при превышении предельного КСВ передача блокируется, и индикатор загорается синим цветом. При превышении температуры выше установленных программой индикатор начинает мигать красным цветом. Если температура превышает допустимый предел, индикатор красный загорается, при этом передача блокируется. В случае остывания радиатора, снижения температуры до необходимого уровня, передача продолжает работать. Если сработка произошла по КСВ, то необходимо нажать кнопку Reset. То есть защита по КСВ триггерная, а защита по температуре просто ограничивает при превышении предела, установленных в программе. Вот сейчас температура срабатывания выше 65 градусов. То есть индикатор индицирует, что температура превысила первый порог. Если превысится второй порог, передача будет прекращена, PTT будет отключена. При изменении раскачки, вот сейчас мы выставляем минимальный порог на трансивере. Получается выходная мощность около 6 Вт. Данный набор позволяет собрать усилитель мощности, добавив блок питания, необходимый для его работы, реле обхода, если оно необходимо в вашей схеме, корпус и соответствующие кабеля соединения. Есть варианты при применении выносного пульта исполнения, или можно пульт встроить в общий корпус усилителя мощности.